прощание с артистом Алексеем Булдаковым, сыгравшим бессмертную роль генерала в культовой российской комедии «Особенности национальной охоты», состоится в столичном Доме кино. Как сообщают представители Союза кинематографистов, траурная церемония запланирована на 8 апреля, в ближайший понедельник. Артист ушел из жизни в одном из отелей Улан-Батора, куда приехал, чтобы отпраздновать день рождения друзей. Причиной трагического исхода стала острая сердечная недостаточность. Булдакову было всего 68 лет. Пока неизвестно, приедет ли проститься с артистом его единственный сын Иван, который давно обосновался за границей. Однако уже сейчас можно с уверенностью заявить, что 31-летний отпрыск Булдакова так же, как и его вдова, является наследником первой очереди. Как сообщают журналисты, у семьи Булдаковых имелась квартира в центре Москвы, правда, она была оформлена на супругу артиста. Но в последнее время Алексей Иванович с женой предпочитали жить в загородном доме. В начале нулевых Булдаков приобрел деревянный сруб в Подмосковье, который за 8 лет собственными силами превратил в огромный дом. Я сразу сказал, ни одного камня и кирпича у меня не будет. И русская баня у меня двухэтажная, на втором этаже, комната отдыха. Вот самое главное богатство. Попарился, пошел, полежал, опять попарился. Целый процесс. С веничком, все как положено. После бани чувствуешь себя другим человеком. Вся эта суета, в которой мы живем, уходит, минус, рассказывал артист в одном из своих интервью. В настоящее время риэлторы оценивают участок с домом примерно в 40 миллионов рублей. Надо отметить, что Алексей Иванович был женат дважды. Его первой избранницей стала актриса Людмила Кормухина. Она была дочерью известного белорусского артиста и жила в достатке. В то время Булдакову нередко ставили в вину, что он якобы женился ради роскошной 4-комнатной квартиры. Вскоре артист переехал в столицу и женился на Людмиле Андреевне. Вторая супруга Алексея Ивановича отношения к творчеству не имела, в то время она занималась обувным бизнесом. В официальных браках детей у артиста так и не появилось. Сын Иван родился после мимолетного романа, который случился у Булдакова еще в Минске. Артист признал мальчика, усыновил его, помогал растить, регулярно общался с наследником. Иван уже давно переехал вместе с матерью на Мальту, где нашел себя в туристическом бизнесе. Мы с ним часто созваниваемся. Он закончил Мальтийский международный институт туризма, увлекается баскетболом, знает 5 языков.
Я сыном очень горжусь. Минус вспоминал поздний артист.